Фильтр вашей вытяжки забился толстым слоем нагара и жира, и вы не знаете, как его отмыть и что с ним делать. Сейчас я расскажу, как его быстро и качественно почистить. Здравствуйте, дорогие друзья, на канале Двойная Порция, и Китай не перестает нас удивлять. На наших маркетплейсах, на больших торговых площадках появилось новое средство для посудомоечных машин Альбусан. За 241 рубль вы приобретаете целых 30 таблеток. В чем их секрет? Что они вам напоминают? На что они похожи? Посмотрите. Ничего не напоминает? И посмотрите вот на эту таблетку. Это таблетка Finish, родом из Финляндии. То есть вот эти таблетки мы покупали в Финляндии. Такие же, немножко меньше они синие, да? Но по факту видом они абсолютно такие же. По виду, по цвету, и упаковка у них даже гораздо лучше. Состав: карбонат натрия, цитрат натрия, сульфат натрия, перкарбонат натрия. Как мы с вами знаем, перкарбонат натрия — это основной компонент обычного стирального порошка. Ой, вот это вот даже сложно выговорить. Ноноэтиленгликоль, монодициловый эфир и полиакриат натрия. Но, тем не менее, они биоразлагаемые, без вредных компонентов, то есть без вреда для здоровья. Кстати сказать, интересная здесь какая-то наклеечка на них. Давайте ее сорвем. Смотрите, дата производства 28.10.2022 год. Очень интересно, хотя купил я их только вчера. Смотрите, здесь какая-то наклейка. Кто-то хитрит. Так, а здесь что у нас нарисовано? 23.12.2022 год. Очень странно. То есть они наклеили наклейку сверху на напечатанную упаковку, которой дата производства еще более старшая. Посмотрите. 28.10.22, 23.12.22. Очень интересно, почему так. Вопрос производителю: как так получилось, что у вас на коробке одна дата, а наклеена другая? И это, в принципе, видно, это все отклеивается. Запах довольно приятный, даже приятнее пахнут, чем оригинальный Finish. Здесь в нашем случае надо будет открывать пакет. Все, то есть скрывается пакетик, достается таблетка. Также давайте вскроем Finish и посмотрим, что в нем внутри. Finish, смотрите, с него все сыпется, валится, весь он разваливается. Не очень это хорошо. Finish пахнет лимончиком, довольно приятно. Альбусан не пахнет ничем, что с моей стороны, я могу сказать, это очень хорошо, потому что посуда ничем пахнуть не будет после мойки, и это замечательно. Давайте разломаем одну таблетку Finish. Вот так вот она выглядит. Здесь крупная такая зернистая прессованная масса, посмотрите. Она вся очень рыхлая и быстро-быстро вот так вот вся разваливается. Напоминает таблетки, которые мы делали с вами сами. Кстати, на канале есть видео, как делать таблетки самому. Видно, да? Давайте посмотрим Альбусан. Вот, во-первых, ковырнем вот эту центральную часть. Тоже довольно легко она отходит. Сравним две центральные части. По виду абсолютно одинаковые вообще. Абсолютно одинаковые, посмотрите. Абсолютно одинаковые составляющие. Ну, по крайней мере, по виду. Давайте саму таблетку сломаем. Кстати, она гораздо толще. Ну, это заметно. То есть, если вот взять где-то 2-3 миллиметра, она больше. Режется она гораздо мягче. Ну, таблетка, в принципе, тоже достаточно рыхлая и легко разламывается. Посмотрите. Состав российского Финиша практически идентичен Альбусану. Финиш содержит субтилизин, который вызывает сильные аллергические реакции. То есть эти таблетки Финиш для российского рынка даже более опасные получаются, чем китайский Альбусан. Мы с вами будем тестировать на жировом фильтре. Многие писали, что это очень и очень эффективный метод. То есть посмотрите. Здесь видно, что он жирный весь в липком жирном налете. Посмотрите. Открываем посудомоечную машину и ставим фильтр прямо вот так. То есть вот так вот он у нас будет промываться. Заодно и протестируем на посуде. Ставим эко 50 градусов, потому что на фильтре присутствует пластик. Я не хочу, чтобы его покоребило. И нажимаем старт.
А пока моет посудомоечная машина, вы можете перейти по ссылочке в описании, либо закрепленном комментарии на Яндекс.Маркет и посмотреть, сколько стоит на данный момент Альбусан, допустим, можно заказать, если вам понравится, по итогам теста, либо любые другие, которые там представлены. Идеально все отмылось, все железки от желтого жира отмылись, но я вам могу одно сказать, что небольшое количество жира, вот он побелел, кстати сказать. Посмотрите, жир при 50 градусах весь растаял, посмотрите. Вот он стал такой вот мягкий. И какие выводы мы можем сделать на основании мойки одного фильтра таблетками Альбусан? Все, в принципе, отмылось, но если поставить температуру, я думаю, 75 градусов, с данными таблетками фильтр очистится просто идеально. Никаких повреждений на алюминии нет, пластик не покоребило, желтый, грязный, липкий налет весь отмылся, но, тем не менее, остались вот эти вот не до конца отмытые белые пятна. Что касаемо посуды. Никакого жира нет, все чистенько, все хорошо. Также, допустим, тарелочки, все отмылось идеально, никакой грязи нет. Мы мыли без ополаскивателей, вы можете заметить, что небольшие, конечно, разводы остались. То есть обязательно нужно мыть с ополаскивателем. Давайте посмотрим на крышку. Крышка также, в принципе, хорошо отмылась, но нужно мыть с ополаскивателем, потому что остаются разводы. В прямом эфире стаканы сразу стеклянные. Что могу сказать? Хорошо отмылись, в принципе. Вот, хрустят. Прям хрустят. Но хотелось бы, да, все-таки блеска от ополаскивателя. Что могу сказать в заключение? Данные таблетки полностью рекомендую к покупке. Все хорошо отмывает. В посудомойке никакого запаха не присутствует. Пахнет приятно. Не химическими, не лимонами, ничем другим. Просто обычной чистой посудой. Вот такой вот интересный тест-обзор у нас сегодня получился. Китайские таблетки Альбусан. В принципе, рекомендую к покупке. Недорого, эффективно. 30 таблеток в упаковке. Ничем не пахнет. Моют хорошо. В принципе, одни плюсы. А почему бы и не перейти с финского финиш на китайский Альбусан? Пока!